Сейчас очень много национальных конфликтов сваливают на различные радикальные субкультуры молодежные. Скажите, насколько это правда и насколько это все-таки вымысел СМИ? Я не говорю об отсутствии ксенофобии, отсутствии конфликтов, но надо все-таки видеть их более объемно. И довольно часто СМИ действительно раздувают какие-то конкретные ситуации. В частности, субкультура скинхедов нации, в общем-то, сошла на нет уже лет 5 как. То есть, как заметного явления ее нету. Но до сих пор при том или ином событии мы слышим мнение о том, что то или иное плохое дело сделали скинхеды. В частности, последний пример – это погром на рок-фестивале под Миассом, на Торнадо, который сразу же многие журналисты предположили, что это работа скинхедов, хотя, конечно, это было событие совершенно другого плана. Как возникают такие вещи? Например, знаю случаи, когда во время одного из мероприятий, я просто там был, я видел, там было очень много сотрудников в штатском. Они все были, видимо, курсанты или молодые милиционеры, они были все коротко стрижены, были такие мускулистые ребята, в маечках было лето, и, соответственно, все кругом говорили скинхеды, скинхеды, скинхеды. И в СМИ впоследствии появилась информация о том, что на этом мероприятии было много скинхедов. Очень много стереотипов, связанных с футбольными болельщиками. Действительно, среди футбольных болельщиков много активных парней, которые, в отличие от, скажем, дохлых студентов, которые, может быть, они ксенофобы, но они ничего не делают, только тихонечко говорят, но футбольные болельщики, они могут устроить драку, они могут поучаствовать в драке. Насколько это связано реально с уровнем ксенофобии в их среде, это сказать затруднительно, то есть нужно проводить дополнительные исследования. Чем вреден такой подход по раздуванию тех или иных субкультур? Тем, что фактически, когда журналисты пытаются найти субкультурную составляющую в том или ином явлении, они это раздувают, они эту субкультуру раздувают. К примеру, если, например, есть какое-то сообщество, в котором есть 10 нормальных ребят и один ненормальный, то есть один балбес, он более заметен, он более виден. И поэтому тот, кто описывает этих 11 человек со стороны, прежде всего обратит внимание на того, кто ненормальный. И в описании этого будет такое ощущение, что все 11, они такие же. И следующая молодежь, которая будет приходить в это сообщество на основе этих знаний, которые были раздуты СМИ, они будут вести себя именно как тот один отморозок, а не те 10 нормальных молодых людей, которые там были. Пример, обычно упоминают Готов и Эма, те же Эма, то есть до того, как с ними стали бороться, я думаю, что школьники знали, что это место, где много симпатичных девушек. А когда с ними стали бороться, все знали, что это место, где много суицида. То есть о суициде наверняка раньше никто и не задумывался, но борьба с чем-то на самом деле является очень часто раздуванием этого, усугублением этого явления. И поэтому создание стереотипов о субкультурах, приписывание им каких-то демонических свойств часто ведет к тому, что эти демонические свойства действительно получаются и действительно появляются, и субкультуры часто просто раздуваются за счет таких за счет тех, кто следует этим стандартам, которые им навязываются. Поэтому я всегда призываю все-таки на все смотреть более объемно и более реально. То есть проблемы, есть ксенофобия, есть конфликты, но сводить их, скажем, к какому-то набору субкультур – это подход неправильный. То есть надо видеть все более объемно.